Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. Итак, отгремело обновление с ребалансом и тому подобными интересными фишками. Плюс я еще насмотрелся стрима на эту тему. И, находясь под впечатлением, решил, что нужно срочно высказаться на эту тему. Итак, что у нас произошло? Произошел ребаланс кораблей, добавили дымы. Починили засвет. Ну и рассказали, что будет в следующем Battle Pass. По поводу следующего Battle Pass кораблик мне уже не особо интересен. Но там есть интересная ракета, которая вроде как из-под воды может попадать по самолетам. Зенитные ракеты — это вообще интересная штука. Вон у меня HQ-шки 26 стоят. У них иногда бывают свои интересные особенности, и ими можно пользоваться. С Battle Pass'ом, по сути, разобрались. Что у нас осталось-то? Ребаланс кораблей. Ребаланс кораблей, я считаю, прошел достаточно хорошо. Да, то есть такие корабли, как Лидер и Виса дядя Мухи Кхапатанам Д-66. Почему нельзя было его назвать Д-66? Как минимум эти двое прям ожили. Да, там Массачусетс вроде тоже как бы ожил слегка, но у меня его нет. Я жду, когда будет скидка. Вот у меня тут скоплены денежки, чтобы можно было купить и Миссури, и Массачусетса, посмотреть их, может быть, сделать по ним видео из серии «Сегодняшний гость». Вот. Но вот эти два корабля прям взлетели, и они сейчас вполне себе стоят рядом с тем же Нанчангом. Это играбельные машины, которые вполне себе можно брать, несмотря на то, что они долларовые. Были, конечно, не совсем удачные моменты. Например, Шигара, ну, дали еще одну ракету. Ну, дайте еще 3. Что изменится? Как была Шигара, так и осталось. Лучше бы ей пару торпед накинули. Ну и хпшек еще. Нагнали бы их хп до 480 тысяч и еще 2 торпеды, чтобы можно было ворваться в ближний бой и прям эти торпеды прям вот воткнуть куда-нибудь противнику в уязвимую точку. Тот же самый, как этот самый Кронштадт, да, вот это чудище страшное, огромное, которое выглядит намного страшнее, чем оно в реальности опасно, да. Ему сделали орешник неотводимым. Ну и чё? Как бы подлодки долго смеялись над этой новостью, я вам скажу. Прям угорали, валялись под столом. Потому что как они его пинали ногами, встав в кружочек вокруг него и взявшись за руки, так и продолжают это делать. Это ничего не изменило. Лучше бы у него вот эту вот будку страшную забрали, а вместо нее воткнули бы ему 4 гранатомета. Пускай бы он вообще был без артиллерии. Но зато с 5 гранатометами, например. Ну, вот это было бы интереснее. Но нет, сделали орешник неотводимым, и это, видимо, должно как-то напугать противников. По-моему, не напугало. То есть удачные моменты, есть непосредственно моменты неудачные, как по мне. Но в целом я, в принципе, очень даже доволен этим ребалансом, потому что, как я уже сказал, кораблики, которые, ну, немножко все-таки отставали, да, например, у Лидера не было ПВО, теперь оно у него есть. А у этого D66, соответственно, добавилась ракета. Теперь у него стандартная схема 2+2, и он, в принципе, от своего любопытного носа может от углов отыгрывать. Разобрались. Положительный момент, сказать больше нечего. Следующее у нас что? Следующее у нас дымы. И вот дымы изначально вызывали у меня больше всего вопросов. Вопросов, надо ли оно вообще, эти дымы. И как бы сейчас уже начинают проявляться вот моменты, которые я подозревал. Давайте как бы зайдем сейчас в тренировочную комнату и чутка поэкспериментируем. Итак, мы на месте. Эксперимент номер раз. Я сейчас на Ушакове, и вот передо мной подлодная водка, которая заныкалась под воду, и все у нее хорошо. Все оружие подлодок является самонаводящимся, то есть нужно залочить и запустить. Если я встану в дымы, то залочить меня она не сможет.
Да? То есть она не сможет ничего сделать мне. В тот же момент, вроде как и я не смогу ей сделать ничего. Ставим дымы. Поднимаем вертолет. Все прекрасно лочится. Все работает, и я ее отрабатываю. В тот же момент она меня вообще не видит. Понимаете? Да. То есть вот все это время, сколько там секунд, 10 секунд, я спокойно, безнаказанно отрабатываю эту подлодку. Ну, разве это не нерв этих самых подлодок, да? То есть достаточно запузырить вертолет. Кстати, вместо вертолета не обязательно должен быть... Чё? О, я никого не уничтожал, вы чё? Блин, чё произошло? Блин, сейчас полиция приедет, обвинение вкатает. В общем, представьте себе на месте вот этой подлодки какого-нибудь ROX KDDX, да? Я в тренировочной комнате, естественно, не могу поставить кораблики, какие хочу. Но представим себе, что там стоит ROX KDDX, у которого все оружие, там, ну, кроме одной дурацкой пушки, оно все тоже как бы должно лочиться. Этот же прием будет работать точно так же. И как я уже говорил, речь не идет обязательно о вертолете. Тут может быть где-то рядом другой корабль. Может работать авик ваш. Да? То есть, ну вот бывает такое, что вот ваш союзный авик, он работает. Да? Зачастую, конечно, это совершенно замечательные люди, которые запускают все, что у них там летает из своего корыта, потом переключаются на корабль и смотрят, как вот это вот стадо летает вокруг корабля и наслаждаются зрелищем. Совершенно замечательные люди. Удачи им во всем. Но бывает так, что ваш союзный авик работает. И что подлодка должна с вами сделать вот в это время? Это у меня еще гранатометы стоят, ну, такие себе, да, и торпеды тоже такие себе. А если будет помощнее вооружение? А если 3 штуки? Это у меня сейчас Ушаков. То есть не нерв ли это случайно подлодок и кораблей, которые используют самонаводящееся оружие? А теперь представим точно такую же ситуацию. Вы ставите дымы, вы типа как бы спрятались, а перед вами, ну, например, любой из топовых линкоров игры. То есть это может быть Монтана, это могут быть братья Аегисы, Мусашевич и Яматовский, любой из них. Как вы думаете, дымы вам помогут против них? Вот я почему-то думаю, что им будет чихать на эти дымы. Они просто прошьют их артиллерией, и вы получите все, что должны, по сути, от них получить. И подводя, соответственно, итог всему этому, получается именно то, чего я и опасался. То есть происходит нерв ракетного вооружения, торпедного вооружения, самонаводящегося. И на этом фоне получается очередной ап артиллерийского вооружения, да, то есть пушек, гранатометов артиллерийского типа, которые будут простреливать эти дымы, они вам никак не помогут. Сейчас ребята, вот я играл, они еще толком не понимают, как ими пользоваться. Там некоторые ставят в километре от тебя эти дымы, непонятно зачем, да, и тут же в эти дымы летит все, что может летать. То есть, как бы, игра, она построена по принципу меч-щит, да, то есть ракета — это меч, ПВО — это щит, ловушки — это щит. То есть 2 щита на 1 меч уже есть, как бы, да. Окей, берем иксы, у нас отлетают ловушки, но ПВО все равно работает. То есть как минимум 1 щит остается. И сейчас накинули еще 1 щит, который защищает именно от ракет. Еще и от торпед. Что эти торпеды, они что, им будет, что ли? Я не очень понимаю. Ну и как бы вот я лично не вижу в этом пока особо какого-то позитива. Я как бы это воспринимаю как, неудачное введение. Вот. Возможно, я что-то не понимаю. Ну, и мне простительно, я как бы... Кто есть я? Я еще как бы тут без году неделя, так что могу тупить. Имею полное на это право. Ну и опять же, под впечатлением от того же самого стрима Алекса Шикаки, я бы хотел ответить на вопрос, который мне никто не задавал, на тему, нужно ли нерфить артиллерию. Я считаю, что артиллерию нерфить не нужно.
И давайте посмотрим почему. Зайдем для начала в магазин оборудования. Вот она, наша артиллерия. Скажите, пожалуйста, что здесь вы хотите нерфить? Объясните мне. Ото Леонардо? Страшный зверь вообще, блин. От меня Ямато бегал вот по всей карте. Увидел у меня эту штуковину, он же там чуть сам не утопился. Истерика была человека там потом вообще. Откачивает. Может, картечь, так у нее дистанция 3 километра. Что вы еще хотите в ней понерфить? Занерфить ее так, чтобы картечь стремительно выкатывалась из ствола и падала сразу же за борт? Ну, может быть. Армат, который попасть в принципе не может, он стреляет в направлении, известном только ему. А может, вот это понерфить? Точно. Да, это... Монарх, по-моему, образцовое оружие. Не только, по-моему, его многие называют эту пушку чуть ли не образцовой, какими должны быть все пушки в игре. То есть что тут нерфить? Тут половину апать надо, чтобы оно вообще хоть как-то работало. Нерфить тут нечего. Но зайдем на рынок, в раздел пушки. И здесь мы увидим вот такую вот штуковину, да, которая выдает под 50 тысяч урона. И конкретно вот эту пушку я бы хотел понерфить. Почему? Потому что я считаю ненормальным то, что эсминец с двумя пушками выходит и в один клик выдает в районе 100 тысяч неотводимого урона. То есть урон на уровне линкора он выдает. В один клик. Это ненормально. Вот эту пушку я бы хотел нерфить. Как ее нерфить? А черт его знает. Ну, возможно, что из альфы нужно ее переводить в схематику автоматического огня. Да, то есть, типа вот этой, там, да, которая тоже может нанести огромное количество урона, но только она на это потратит очень много времени. Но с ней, кстати, никто и не играет. То есть, если эту штуку перевести в такую схему, да, что там такую-то схему, ё-моё. Где тут у нас? Во. Точно такая же штуковина. Она 70 тысяч может нанести, но она потребует на это очень много времени. И поэтому с ними моментально никто играть не хочет. Да, все хотят клацнуть один раз и сразу пол лица оторвать. Но если в один клик можно оторвать пол лица, возникает вопрос, а зачем вообще все остальное оружие? Зачем оно нужно? Поэтому я не считаю, что нужно нерфить артиллерию. Я считаю, что нужно сделать ребаланс, как это было с кораблями, артиллерии, и отстающих подтянуть, а тех, которые выбиваются вперед, подрезать. Потому что, ну, должен быть какой-то у артиллерии свой стандарт. Она должна занимать какое-то свое место. Вот и все. А нерфить всю артиллерию, ну, это баланс, он не делается топором. Его надо делать скальпелем все-таки. Мое личное мнение. Ну и что у нас осталось? Это, конечно, артиллерия линкоров. Давайте я вам просто покажу, как должен, на мой взгляд, выглядеть линкор в этой игре, если уж они здесь есть. Итак, вот он перед вами, Исаков. Да? Ну, у меня нету всяких этих ваших там пресс-аккаунтов, я обычный смертный, поэтому я зашел на рынок и свистнул на покататься экземпляр, который выставлен на продажу. Я думаю, что хозяин не заметит и как бы нормально все будет. Так, в чем смысл? Смысл в том, что в один клик, да, ну что я в один клик, да, 60 тысяч, при крите, ну 70 тысяч это будет, да, при перезарядке в 7 секунд. То есть баржа большая, баржа жирная, она дамажная, но урон у него разложен по большому количеству разного вооружения. То есть надо реализовать все вообще, что у вас есть, для того, чтобы нанести большие цифры урона. Не в один клик вы снесете пол лица, а вам придется на пианино играть. Вот в моем понимании, каждый линкор в игре это должно быть такое пианино. То есть, возможно, там куча разной артиллерии, такая-сякая, туда-сюда. Но каждая должна наносить какое-то ограниченное количество урона. Потому что, видите, как вот, допустим, ситуация. Человек высунул нос. Да? Если он высовывает нос на Исакова, ну, получит свои 60 тысяч, спрячется. А может, еще его зацепит из граников, что-то там. Но если он высунет нос на Ямато, и, ну, это как его, Аегисовский Ямато, да, или там Монтану, пофигу, Мусаши, упаси боже.
то вот этот вот быстрый проказ, там, раз, два, три, и все, и корабля практически-то нет. Там 300 тысяч Мусаши выдавал. При том, что у некоторых кораблей 400 тысяч хп. То есть смысл в том, с какой скоростью наносится этот урон. Он должен стакаться, а не в один клик наноситься. Неотводимый урон, который наносится в один клик, это и есть перебор. Его как раз-таки как такового быть не должно. При том, что линкоры вполне себе могут быть. Вот он, пожалуйста. Жирненький, но не такой уж, в принципе, медленный. Медленнее других, да, он должен быть медленнее, светиться дальше. Но это пианино. Если ты вылезешь в открытый бой, вот ты вышел на открытую воду против него, он тебя сольет. Но если ты играешь от острова, у тебя есть шансы, почему нет? Такое вот мое понимание линкоров в этой игре и того, что с их артиллерией надо делать. То есть ее надо заменять. Как-то вот так. Вот такой вот мой отзыв обо всем происходящем. Не знаю, кому он нужен и кого он может заинтересовать, но как бы высказаться все-таки хотелось. Сегодня вот такое вот говорильное видео получилось, без боев, но в следующий раз обязательно бои приложу, честное слово. Честное пионерское, я бывший пионер, если что, так что мне можно верить. Такие вот пироги, что сами думаете по обновлению, пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.